Всем доброй ночи. Вы знаете, у меня удивительный такой знак. У меня несколько покровителей планет. Уран – это основной покровитель. Юпитер, Солнце – это когда прям пик активности, такой силы. И Сатурн. Сатурн, он в основном привносит такую меланхолию, знаете, воспоминания, такую боль внутреннюю. Наверное, Извиняюсь, опять кофе, который я пью, допью. Очень пьющая женщина. Но вот когда приходит Сатурн со своим вот этим кольцом вокруг облачным, вот, приносящий сырость, приносящий ностальгию. Я думаю, что мои зрители давно заметили, что у меня бывает такое, знаете, меланхоличное настроение. А потом бывает такой резкий подъем и силу. Я вообще боец по жизни. Но в последнее время как-то смотрелась про сестер Хачатурян. Я как-то снимала про них. Следила за их судьбой, и теперь не знаю, что у них там, честно говоря, оправдали или еще до сих пор там что-то длится. И тогда многие удивились моей позиции. Почему-то всем казалось, что если этот нелюдь, недочеловек, подонок, если он армянин, значит, я должна почему-то его защищать. Странно так думать, особенно обо мне. Я человек, прежде всего, поддерживающий справедливость, а не национальную принадлежность. Но, вы знаете, дорогие друзья, естественно, за некоторыми исключениями, потому что судьбы людей прям один в один не повторяются, но когда я увидела и услышала про это событие, меня прям как будто, знаете, 2000 вольт прошел через меня. Это ж моя жизнь. И вот то, что сделали эти девочки, хотела сделать я. Я это планировала, я об этом думала, будучи ребенком. Как это сделать? Потом пойти сдаться, позвонить самой в милицию. Я страшные вещи говорю. Это моя судьба. Вот то, что вы там увидели у этих девочек, Хачатурян, это обо мне, это моя жизнь. Просто я такой человек, и очень многое зависит и от... На самом деле очень многое зависит. Я очень серьезно отношусь к знакам и к покровителям, под покровительством которых люди рождены. Это не просто так много тысяч лет назад жрецы составили эти гороскопы и прочее. Да, они один в один не повторяют, но очень многое там. Именно это общая характеристика человека. Это не его судьба. Вы по зодиакам и по планетам-покровителям судьбу не узнаете, что и как будет. Но вы узнаете характеристику человека и многое поймете. Почему человек, скажем, пошел на какой-то шаг, на другой не шел. Водолеи, они очень терпеливый знак. Они никому ничего не скажут. Они не скрытый знак, они открытые, они очень дружелюбный знак, человечный. Где-то могут и по головам пройтись, и такое есть у них моменты в жизни, когда они ожесточаются. Реально существует и такое. Но они стараются
свой негатив не выносить. То есть у них такой девиз, что у каждого свои проблемы. Люди не обязаны жить моей бедой. Это моя беда и ничья. Единственное отличие от всего этого, что я просто нашла в себе силы. Я поняла, что для того, чтобы уйти из ада, нужно очень много учиться, нужно приобретать много навыков, чтобы было потом, как выйти из этой ситуации, как себя прокормить, содержать и так далее. У меня не было намерения именно магией заниматься, я вам скажу, и вообще мало у кого, да и ни у кого из ведьм изначально нет таких намерений, их приводят в ремесло. Некая сила меня поддерживала. Может, потому что мне было дано больше, чем этим девочкам. Собственно, меня пронесло это все. Я тоже могла бы оказаться в тюрьме за ту же статью. А может, я бы подействовала еще жестче и страшнее. Знаете, люди это скрывают, почему-то они стесняются за своих родителей. Им стыдно признаваться, как будто это их вина. Потому что общество у нас такое больное, что оно всегда винит жертву. Как тебе не стыдно, ты прародитель, надо прощать. Если ты не мстишь этим людям, если ты не делаешь в ответ ничего плохого, ты уже простила. Это уже можно считать прощением. Но просить так, как ваш Боженька учил, то есть считать, что нормально, они были правы. Я могу их просить только тогда, если я сама такой стану. Вот когда человек становится, повторяет, да, своих родителей, вначале осуждает и пьянство, и все такое, а потом сам начинает пить, сам становится таким же подонком, как и его отец был в его детстве. Тогда он начинает отца прощать. Почему? Потому что он через прощение, он прощает себя. То есть он же повторил поступки отца. И вроде бы, если отца не простить, это значит, ты тоже не прав. Чтобы себя оправдать, надо простить отца, ибо ты стал таким же. Вот я говорю так. Если бы я была такой же, если бы я так же поступила со своим ребенком, я бы, может, простила их, потому что поняла бы, что, вот видите, это значит, вот так бывает. Но если ты так не поступаешь, и знаете, что самое интересное? Говорят, чем старше становишься, тем больше прощаешь родителей. Неправда. Чем старше становишься, тем больше не можешь простить, тем больше это все возвращается. Каждый мой сон, который связан с моими родителями или с моей матерью, это обязательно слезы, это боль, это кошмар, это просыпаешься в ужасе, что ты опять живешь в этом доме, что ты вернулась. Я раскрываю душу, потому что я имею на это право. Я уже не боюсь это делать. Я сильный человек. И мне совершенно наплевать, что потом кто-то это возьмет, будет снимать, комментировать. Я плевала. Я более страшные вещи из своей биографии рассказывала. Так что это еще не то. Но в тебе вот это не обиженный ребенок, это уничтоженный ребенок, который живет в тебе всю твою жизнь. Понимаете, друзья мои, моим родителям было меньше лет, чем мне сейчас. Когда я была в том возрасте, они родили меня в 19 лет. Им было намного меньше лет, то есть 35, 36, 30. То есть вот с этого возраста, начиная осознанную жизнь, когда я помню, что со мной происходило, не только со мной, с моей сестрой. В отличие от меня, она им не сделала ничего и не помогла. Она не забыла. Я забочусь о своих родителях. И не хотела бы слышать внизу ничего гадкого. Не хочу, потому что, не позволяю я это писать. Но я хочу, чтобы все жертвы вот этого не просто домашнего насилия, а уничтожения вашей судьбы и жизни помнили, вы не должны себя винить, вы не должны стесняться за них. Это не вы делали.
Это делали люди, которые дали вам жизнь. Вы знаете, у нас очень замечательная семья и род, и родственники. Они создали хорошие семьи. Мой дядя очень обожал, любил свою жену, своих детей. Мой дед с бабушкой очень любили друг друга. И очень многому я от них научилась. Все тепло родительское, материнское я получила от своих бабушек. У меня не было ни матери, ни отца. Они не были алкаши, там, наркоманы. Они были уважаемые люди, учителя. Отец режиссер, постановщик, душа компании. Все бабы по нему вздыхали. Вы понимаете? Он был красивый, молодой человек. И мама также. Она была математикой и есть. С виду очень положительные люди. Ну, просто идеальная семья. Лучше не бывает. Дома фашизм царил. Если мой отец вдруг внезапно мог, например, зайти, а мы с сестрой там музыку слушали или танцевали, ну, мы дети были просто, включали там какие-то танцы, не какие-то грязные, там Пугачеву, ну, не знаю, там Леонтьева, знаете, вот эти все советские хиты. И если вдруг внезапно он открывал дверь и видел, что мы слушаем музыку или танцуем, у нас просто холодела кровь. Потому что дело заканчивалось избиением, самой последней грязью. То есть уже нам указывали на дверь, говоря, что нам вообще место на трассе, таким как мы. Потому что мы трассовые, понимаете? Потому что нормальные люди не будут дома музыку слушать и танцевать. Только трассовые это делают. Если мы улыбались или смеялись, или рассказывали анекдоты, мы с сестрой друг друга утешали. Мы пытались друг друга спасти, чтобы не сойти с ума. У нас, кроме друг друга, никого не было. Но даже с ней, с годами спустя, мы охладели отношения. И я скажу почему. Потому что маме моей это не нравилось. Ей хотелось каждую из нас оставить в одиночку. Понимаете? И я постоянно слышала сплетни о себе. Когда я подходила внезапно, я могла слышать, как там сплетничают обо мне моя родная мать, моей сестре. А потом это происходило уже о ней со мною. Она хотела каждую из нас оставить в одиночку. В одиночку сожрать легче человека. Когда кто-то поддерживает, нет страха. Таких людей прощать нельзя. Да, мне жалко их, они уже стали старые люди, у них уже нет той силы, они уже не могут мне на дверь указать, я могу им указать еще дальше. Я могу их гаркнуть, я могу их поставить на место. Но прощать их нельзя, потому что такие упыри, они уверены в том, что пройдут годы, и общество надавит на тебя. Это твои родители, как тебе не стыдно. Вот и сейчас многие могут сказать, как не стыдно о своих родителях такое говорить. Но знаете как, вот просто я часто читаю внизу, спасибо вашим родителям, что воспитали такую дочь. Я начинаю, вот внутри у меня такой протест. Почему лавры тем людям, которые ничего не вложили в меня? И сегодня их благодарят за все мои достижения. Ведь они в этих достижениях не участвовали вообще никак. Я училась впроголодь, сдавала экзамены. У меня не было ни копейки платить там учителям или кому-то. Я видела, как мои родители очень красивые, дорогие подарки дарили родственникам, да, на свадьбы, на дни рождения. Мы не получали никаких подарков. Нам даже с днем рождения никто никогда не поздравлял. Моя мать вымещала всю злобу на отца, на нас. Наш отец вымещал всю злобу на мать, на нас. Они родили нас для того, чтобы нас уничтожить. И они это сделали. И судьба каждой из нас была уничтожена. Если бы мы не были сильные люди,
мы бы ничего не добились. У меня сестра сбежала. Да, она влюбилась, но она знала, что он конченый, что он алкоголиком был и наркоманом был когда-то. Она знала, что у него много было жен, брошенных детей. Но она ушла из ада. Когда меня украли в 15 лет, я не хотела возвращаться. Я думала, это тоже шанс уйти из ада. Но вы знаете, когда ты спешишь уйти из ада, ты уходишь в другой ад. К сожалению. И всегда тебя добивают. То есть ты встречаешь того человека, который все время говорит тебе, что ты своим родителям-то не нужна. Это всегда так. Когда знаешь, что за твоей спиной есть те, кто им морду набьет, никто не посмеет тебя обидеть. А когда знает, что ты не нужна никому, ну что ты сделаешь? Ну я буду издеваться, как хочу. И каждая из них попала в лапы таких же упырей и нелюдей, собственно, откуда мы убежали. Она ушла опустошенная ни с чем, уехала в Москву работать. Сейчас у нее есть квартиры, дача, у меня есть дом, квартира и так далее. Не буду сейчас перечислять. И вы знаете, наши родители как-то нас сразу полюбили. Оказывается, я не такая уж, такая была дрянь, и очень даже хорошая. И вот эти вот упреки о том, что ты пойдешь по стопам своей бабушки, и никто тебя любить не будет, и оставь это все баловство, когда ее чуть не убили силой, я еле ее дотащила до больницы. Вы знаете, самое обидное, когда ты хорошая дочь, когда тебя не вытаскивают из машин, когда ты не пьешь, не куришь, не шляешься, когда ты день и ночь работаешь, зарабатываешь, помогаешь семье, ты хорошая дочь. И моя сестра точно такая же хорошая дочь. Она врач, я учитель. Мы работали день и ночь, приходили к вечеру. Просто старались как можно больше работать. Больше всего успехов добиваются те люди, которые в дом возвращаться не хотят. Поэтому они очень много вкладывают в работу, очень много стараются и очень быстро идут вперед. В карьере всегда состоялись испокон веков женщины одинокие, с тяжелой судьбой. И самое интересное, что ведь тебе идти некуда, ты еще ребенок, никто тобой заниматься не будет. Вот когда я смотрю вот этот процесс, где эти родственники, так называемые, он был святой человек, хороший человек, крест там висит, дочки были такие-сякие. Но ты воспитал таких дочерей, если они вообще не убирались, ничего не делали. Но это вот скотское, вот это, знаете, как бы сказать, единокровных, и не только, это окружение, когда начинают. Они там не хотели убирать комнату, а он такой человек, он им говорил, заставлял, а они... Друзья мои, дочери не кидаются, жестоко не убивают своего отца только из-за того, что он там комнату сказал убери. Это нужно довести. Есть такое выражение в психологии, или психиатрии точнее, доведенная женщина. Когда капает последняя капля. И на этом все. Вот затмевает разум. Когда ты пытаешься защитить недостойную мать, и тебя чуть не убивают, ты в синяках просто отползаешь в угол, и эта мать через полчаса несет чай. И ты ночью слышишь их стоны, понимаешь. Им нравится такая жизнь, это игра для них. Им совершенно наплевать, как ты потом с этим всем будешь жить. И чем старше я становлюсь, тем меньше у меня есть желание простить их.
И более всего свою мать. Потому что мужчина иногда бывает сродни скотине, понимаете? Вот у него скотские инстинкты. Он не носил 9 месяцев, он не чувствовал этого ребенка, хотя он не имеет права так себя вести. Но в любом случае. А мать понять невозможно никак. Когда нет материнского инстинкта, когда ты пропадаешь из дома, уезжаешь на какие-то раскопки вечно, соглашайся на ту работу, на которую другие не соглашаются для того, чтобы уйти из дома. Когда ты ездишь по всей России, возишь там дельфинарии, цирки, театры, все время вне дома, подальше, убежать, уйти от этого всего. И твое присутствие даже особо-то и не замечают. Ты мешаешь, понимаешь? Ты мешаешь их вечному цирку, вечному театру, вечной вот этой вот страсти, что ли. И из-за этого у тебя даже нет возможности быть с ребенком, и он растет без тебя. Хотя к нему у них очень хорошие отношения, иначе бы я не оставила его там. Но даже в этом случае, можно сказать, они получили сына, которого хотели всегда. Вот, исполнила их мечту. Через меня. Вы меня спросите, если мои родители умрут, что я буду делать? Я вам скажу жестокую вещь. Я просто отправлю деньги на их похороны. Сестре. Все. Я не могу поехать. Знаете почему? Я не могу притвориться. Поехать сидеть возле гроба без слез как-то не очень. Чужие люди. Ехать реветь, чтобы понравиться общине, плевала я на них. Где была эта община, когда он глумился над нами, когда он резал наши вещи, когда он избивал возле своих там этих рабочих, которые приходили копать огород, он считал, что если избить нас возле них, это вот мужик настоящий. Они переглянулись, смотрели на своем языке, говорили не очень хорошие вещи, наверняка ему. Кого оплакивать? Кого? Тех, кто от меня ждал только деньги? Тех, кого никогда не волновало, как я живу, с кем я живу, где я живу? Когда меня преследовал наркоман 4 года, издевался над моей душой, у меня не было спасения, я не знала, куда идти и что делать. У меня не было отца, чтобы позвонить и сказать: пап, приезжай, помоги мне. Вот ублюдок какой-то не дает мне жизни, что мне делать? Я знала, что никто не приедет, никто мне не поможет, но упреков будет море потом. Кто он, как он, зачем связались? Кого оплакивать? Того, кому вообще было плевать, что со мной будет? Где я живу? Куда я уехала? По-моему, мое присутствие даже и не замечали вообще, я есть там или нет. О чем? Когда я заболела, и она мне сказала: вот если что, там дом продадим. Честно, удивилась. Потом думаю, она просто знает, что я это не позволю. Хочет выглядеть хорошей. Раскаялась? Может быть. Я ей говорю: ты понимаешь, что я не могу тебя простить? Не потому что я злобный человек, а потому что я вхожу в твой возраст, и вот с полета вот этого вот времени, этого возраста, я представляю, чтобы моего ребенка какая-то мразь избивал, выгонял из дома, а я ему носила чай через полчаса. Я не могу представить, что мой ребенок поедет в какие-то города, лишь бы убежать от меня. Вот примерно в его возрасте я и уезжала из дома. И что я позволю, что я не буду каждый день звонить, что я не буду отправлять на карту деньги. Ладно, тогда не было карты, можно было через почту. Что я не буду спрашивать: дай мне адрес, где ты находишься, с кем, как, я должна все знать. Я не представляю, чтобы я радостно жила с этими штанами после того, как он поиздевался над моим ребенком.
Я не могу это представить. И когда я представляю себя на месте ее тогда и смотрю вот своими глазами на эту ситуацию, я понимаю, что простить такое, это значит поощрять зло на земле. Я не мщу им, пусть скажут спасибо. Этого достаточно. Это более чем достаточно для прощения. Не надо молчать, об этом надо говорить, не надо стесняться. Многие из нас подверглись этому насилию, этому скотству. У многих из нас нет матерей, нет родителей достойных. И многих из нас растили бабушки и дедушки. Они нам давали какое-то тепло, которого не хватало от этих людей. Почему они ломают нам судьбу, а мы наперекор им, знаете, выживаем просто ценой, не знаю, невероятной. Вы думаете, рак у меня просто так появился, с воздуха упал? От пережитого за всю жизнь, от того, что я прошла. От беспризорности, от ненужности. Другой человек на моем месте пошел бы по рукам, уже на трассах стоял. Я вам серьезно говорю, настолько была ненужность, и не заботился никто обо мне, что я сама о себе заботилась, как могла. И я поняла одну вещь. Чтобы выжить, друзья мои, нужно очень много уметь, читать, знать, учиться, рассчитывать только на себя, чтобы завтра вырваться из этого ада и подняться. На них рассчитывать не стоит. И молчать не нужно, и стесняться не нужно. Почему я должна стыдиться того, что делали другие люди, хоть они и мои родители? Почему это общество закрывает нам рот? Сначала они сломали нам жизнь, потом мы, знаете, наперекор их желаниям все-таки поднялись. Вот теперь прощай. А теперь прощай, все, у тебя все хорошо, ты же видишь, ты вот добилась его, молодец, поднялась. Теперь прощай, чтобы легче стало. Да мне и так легче без этого. Почему я должна простить? А если б я не выжила? А если б я убила кого-нибудь из них и села в тюрьму? Кто бы мою жизнь исправил? Вы понимаете, это капкан для ребенка, капкан для подростка. Я не говорю о том, что родители имеют право, да, и наказывать, и ставить на место, и говорить очень серьезно, и, может быть, прям жестко разговаривать, когда надо. Это иное. Я бы, может, и хотела бы, чтобы мне жестко кто-нибудь сказал, куда ты едешь, никуда ты не поедешь, мало ли что случится, нечего. Это что за такое 19-20 лет ездить по всей России, зарабатывать? Ну-ка, сиди-ка дома. Еще за тебя переживать, вдруг с тобой что случится. Нет. Я прошла в своей жизни все, что угодно. И насилие, и издевательство, и страх, и грабили меня, и пытались убить. Все это прошла в одиночку. Ни с чем я не поделилась со своей матерью. Потому что ей было все равно. Потому что если бы я это сказала, то ко мне отнеслись бы еще хуже. Вместо сочувствия я бы получила упреки, я бы получила удары, я бы получила избиение, понимаете? Я вам говорила о том, что мы с ней разговаривали, она сплетничала о моей бабушке, которая там что-то позвонила, что-то не то сказала, и когда мой отец зашел, она спасла свою шкуру. Он сказал, что ты орешь, что ты там, чем ты недовольна. Она могла бы что-то другое сказать, но вот ей в голову пришла идея, она тут же сказала, что я собираюсь на свидание, она меня не пускает. И, естественно, я получила такие удары, что у меня перед глазами потемнело все. И когда я ей сказала, зачем ты это сделала? Все, отстань, все, оставь меня, оставь, не подходи, все. И такую мать я должна прощать? Я вам говорю один случай. Знаете, что самое страшное, если бы она была алкашкой, еще, не можно понять, как-то вот, может быть, объяснить. Алкоголичка, что там с нее взять? Наркоманка она. Она была завуч школы. У меня бабушка, ее мать все время говорила, ты не мать, ты мачеха. Я разве так вас растила? Я тоже была строгой, но ты ее не любишь? Не любишь, сдавай в детский дом. Мы все время эти разговоры. Не любишь, сдай в детский дом. Вы понимаете, когда
ты идешь к тетке, которая очень много помогла. Я ей очень благодарна, правда. Моя неблагодарная мать никогда ни одного хорошего слова о ней не скажет, но я очень благодарна, потому что она жила лучше нас, да, у нее был нормальный муж. И она все время, как могла, помогала. И вещами, и продуктами. Она очень много сделала для нас. Но почему-то никто не заметил. Ни мой отец, ни моя мать. Заметила я. И она нас позвала, там зарезали свинью. Я никогда не забуду это все. Мы там помогали ей, все это на стол накрывали, убирали, ставили. И когда все сели, она нас пригласила с сестрой. У меня отец сказал, не сдохнут, им не обязательно есть. Когда твои родители тебя не любят, не уважают, и когда гнобят при всех, у всех власть над тобой, у всех языки становятся трехметровые. Знаете, что самое омерзительное, когда это общество начинает учить тебя уму-разуму, уважать отца, хорошо относиться, вот, как-никак ваш отец. Хочется просто вот дать им в челюсть, хочется их переселить в наш дом, чтобы они жили нашей жизнью хотя бы несколько дней. Когда мы, будучи детьми, моей сестре 11, мне 13 лет, у нас огромный телевизор «Горизонт», который подарен нами теткой, опять же, потому что он-то не работал и не собирался ничего делать ради нас. Он плевать хотел, что мы даже сдохнем с голоду. Какая ему разница? Он так и говорил, какая мне разница, сдохните, и мне легче станет. И когда этот телевизор сломался, и тебя трясет, потому что это чудовище придет домой, и первым делом, что он сделает, он будет просто все разбивать, бить, уничтожать. И когда мы, будучи детьми, значит, перенесли этот телевизор на тачку какую-то, шел дождь, мы накрыли этим целлофаном и потащили к мастеру. Он это починил, сделал за 1,5 часа с чем-то. Мы ждали и обратно принесли мокрые. У нас почки болели всю ночь. Простить? Когда ты говоришь своей матери, мам, у меня болят почки, потому что очень холодно в моей комнате, сделай, пожалуйста, газ чуть больше. Она говорит, да мне плевать вообще, что у тебя там болит. Ты что думаешь, я буду тратить на тебя деньги и делать больше газ, и потом выплачивать? Чихала я, что у тебя там болит. Когда ты это напоминаешь, человек говорит, такого не было. Это неправда. Они думают, что это незначительные вещи, знаете, что здесь ничего обидного нет. Ну, сказала она там, ну, болит и болит, плевать. Ну, что там такого, чтобы из-за этого ты показала свое отношение ко мне, к моей жизни, к моему здоровью? Вот и все. Я в детстве умирала долго, потому что меня не лечили. Потому что вылечили, потому что моя бабушка им вставила. Потому что когда отвели меня к врачу, в маленьком возрасте, когда у меня лейкемия началась, и уже переходил в сепсис, потому что все, мне оставалось очень мало жить. И знаете, что сказал врач? Открыл меня и сказал, кто мать этого ребенка? Сюда иди. Она подошла, она сказала, я сейчас плюну тебе в рожу. Я прям что здесь прям вот в рожу тебе плюну. Она сама рассказывала. Ты что за мать вообще? Ты не видишь, от нее одни кости остались. Ты что за мразь такая? И она заплакала. Говорит, пошла вон отсюда. Потом меня поставили под систему, и этот доктор меня вернула с того света, или мне суждено было все-таки жить. И я спрашивала своих родителей. Я говорила, зачем вы не сдадите нас в детский дом? Сдайте нас в детский дом, если мы вам не нужны. Нежности, о чем мы говорим? У нас не было понятия «доброе утро», «с днем рождения». У нас никто никогда... Я не помню, чтобы меня кто-нибудь дочкой назвал, доченька. Мы были шлюхи, шалавы, потаскухи, трассовые. Понимаете? Везде и всегда. И
когда защищают вот этого упыря Хачатуряна, вот просто вот хочется сказать, вот вашим дочерям такую судьбу. И мамаша их вот эта Дундук, у нее фамилия очень соответствует, Дундук. Он ей деньги дал, она радостная пошла и оставила детей в аду. У нее что, не было возможности забрать и скрыться? 1000 раз. Сколько раз он в этот Иерусалим уезжал, еще куда-то? 1000 раз. Но этим детям некуда было идти. У них не было ни матери, ни отца. И когда вот родственники защищают его, у нас тоже так было. У нас единственная вот наша тетя, которая рядом жила, она знала, кто он такой. Она как бы откровенно так не защищала его. Но остальные, наша ереванская родня. Ваш отец, он такой талантливый, да, талантливый, замечательный для других. Для других, да, но живите. Понимаете, как они, как вам сказать, они-то о нем думают, исходя из того, что он для них делал. Когда у них свадьба, он там заказал такой красивый браслет серебряный с такими золотой россыпью сверху какой-то там красивый. Ну, в общем, Армений ювелир сделал очень замечательную работу. И вот показали, и я вспомнила, что я хотела на свое 18-летие такой браслет. Знаете, так стало больно. Они везут этот браслет дарить. Да, дарите, конечно. Невеста там, она-то не виновата. Но настолько больно ребенку, когда она... Ребенок еще, по сути, что 18 лет, это уже взрослый человек, что ли. Когда она хотела такое, и родители сигнорировали даже, ну, то есть не посчитали нужным. И они ей показывают то, что она хотела получить, но вот дарят другому. Конечно, их дядя святой человек, замечательный, очень хороший. Их дядя, который взял их, отвез там на прогулку в Волгоград, а своих детей сигнорировал, не посчитал нужным нас тоже забрать. Им показал, они покатались, поехали, на Волге-то плыли. Замечательный дядя, надо его любить, уважать, но ты с этим дядей не жил. Ты не знаешь, кто он. Ты не знаешь, что ему все равно, что мы едим, как мы живем. Когда я ехала поступать, мне 1000 раз было сказано, если ты своим умом не поступишь, ни копейки не рассчитывай, что мы на тебя потратим. 1000 раз. Я сказала, да я уже услышала, уже хватит, может, достаточно. Я поняла уже, что вы ничего не потратите, если я сама не поступлю. Все. Ну вот и знай теперь. Я поехала, я поступила своим умом. Ни копейки мне никто не дал. А когда вернулась и поздравляли там какие-то мужики, там прижимали ему руку, вот у тебя дочка поступила. Да, поступила, конечно, мы же готовили все там это. А как же, это ж моя дочка, как она может не поступить и так далее. Понимаете, все лавры себе, а вся боль тебе, все издевательства, унижения забирай. А где справедливость? Почему я должна прощать их? Я их не прощаю. И я советую тем людям, которые, знаете, потом на старости лет они приходят и навязываются на твою голову. Я им сказала, куда им дорога. Я оплачу, пожалуйста, пансион. Там и уход есть. Это что же не оставлять на улице, правда? У тебя будет еда, у тебя будет одежда, у тебя будет медицинское сопровождение. Все оплачу, просто долг мой, не более того. Пример моему сыну, что все равно родитель есть родитель, на, возьми, живи. Но жить с ними, а чем они это заслужили, эту честь? Если родитель хочет заслужить честь, жить рядом с внуками, с детьми, он должен отдать тепло. Не в богатстве дело. У моего отца был друг, дядя Роберт. Мы его любили больше, чем нашего отца. Они очень бедно жили. Он немножко такой человек лентяй был, ну и очень много болел. Тяжело ему было работать, да и не особо любил, честно говоря. Дети носили там хворост, носили
ну, все, что могли из леса, сами себя обслуживали. Но они обожали своего отца. Знаете почему? Морально с ним было легко. Он не унижал, он ни разу своим детям не сказал: дурак, идиот, там, пошел вон. Ни одного плохого слова не сказал. Шутил, там с ними вместе, там, пап, ну когда ты мне дашь уже это, позволишь накраситься? Ну, в общем, не знаю, можешь краситься, но если тебя там украдут вот на этих файтонах, которые по селу гуляют, я не виноват. Мы смеялись полдня. Понимаете, чтобы быть хорошим отцом, не надо миллиарды зарабатывать. Надо просто любить своего ребенка. И когда к тебе подходят и говорят: пап, вот смотри, вот я вот такую интересную книгу нашла. И когда твой отец внимательно смотрит, изучает книгу, даже если ему не интересно, делает вид, что вот интересуется твоими предпочтениями, что-то советует. Вот это отец. Когда ты подходишь, тебе говорят: пошла вон отсюда, чтобы я тебя здесь не видела, тварь. А потом в старости они, знаете, как будто с чувством выполненного долга, словно они столько сделали, они с таким этим, как бы сказать, я даже не знаю, вот достоинством, что ли. Мол, мы родители, давайте, теперь нас любите все. Ведь они не задумываются, что когда-нибудь эта любовь пригодится им, что они будут старые, немощные, больные. Я и так помогла, поверьте мне, очень много, и финансово, и сколько раз у меня отец ездил туда, я все время отправляла ему и туда-обратно, и детей с матерью отправляла. Это миллионы. И всячески все, что дома сделано, все, что куплено, поставлено, обновлено, вода проведена, канализация сделана все эти годы. Это все оплачено мной. Это же я сделала. Финансово, пожалуйста, я не против. Буду помогать, мой долг. Но любви от меня не ждите. Потому что вы эту любовь мне не дали. Я слышала от вас только, какая я тварь, какая я дрянь. И пошла ты к черту. Понимаете? Я удивляюсь, что с такой жестокой, бесчеловечной просто судьбой я осталась человеком. И почему я вот эти все размышления, почему я помогаю людям, почему я хочу, чтобы у людей был кто-то, кто может их вытащить из этого состояния, потому что у меня не было в этот момент. Мне приходили мысли всякие разные. И несколько раз пыталась уйти из жизни, и наглоталась таблеток, и умирала. И моя мать увидела, что я эти таблетки выпила. Она просто легла спать. Я помню, как она храпела спокойно. И я так испугалась, что я умираю, и начала холодеть. У меня ноги начали холодеть. У меня голова закружилась. Меня спасло то, что меня, извиняюсь, это все вырвало. А потом я начала до утра просто ходить. Человек видела, что ее ребенок умирает, что ее ребенку больно, плохо. Ни разу не задала вопрос: что с тобой? Когда уже откровенные разговоры пошли, что я хочу, чтобы вы сдохли, я хочу, чтобы кто-нибудь вас убил, понимаете? Вот это вот страшные фразы, сказанные родителям. И я думаю, что если бы мой сын мне такие слова сказал, я бы села, поговорила и сказала: сынок, что я тебе такого сделала, что ты мне эту смерть желаешь? Может, я виновата? Может, я неправильно что-то делаю? Это озлобленность, это боль. Когда ты выходишь куда-нибудь, знаете, такое ощущение, вот ненормальное состояние, когда твоему родителю кажется, вот он считает своим долгом перед каждым человеком тебя унижать. Якобы за это его будут хвалить, что он строгий, что он молодец какой, как хорошо все. Когда я сказала своей матери все, что накипело, ой, я так сказала не очень давно. Знаете, вот какая-то фраза, которая меня просто вывела и обидела.
Я просто так вывалила это все, что она сделала в моей жизни. Я говорю, ты еще смеешь мне что-то говорить вообще? Ты, которая после издевательств над нами несла ему чай, приносила ему тазик с водой. Понимаете, наш отец демонстративно нам показывал, вы для нее никто. Я буду вас бить, унижать, издеваться, делать все, что хочу. Она все равно будет меня защищать. Меня нету в том доме уже много лет. Моему сыну было 5 лет, сейчас ему 19. Сколько лет уже прошло, что я ушла оттуда. И эти обвинения постоянно, что ты виновата, из-за тебя мы с отцом ругаемся и несчастливы. Друзья мои, я ушла, они после этого 1000 раз расходились, сходились. Почему же вы счастливо не жили, если вся вина была на мне? Я вся такая монстр. Вся моя вина была в том, что ей не нравилось, что мы растем и видим, что она живет ненормальной жизнью. Не хотелось она хотела, чтобы мы приняли, знаете, эти правила игры. Ее вот сочувствовали ей, она опять пошла, ничего не говорим. Ну хорошо, неси чай, а что теперь? Ей так хотелось, а мы выросли другие. Мы начали требовать, либо уходи, либо не жалуйся. Вы не представляете, сколько раз мы уходили с этими чемоданами с сестрой к чужим людям. Мне стыдно сейчас. Стыдно, что я беспокоила людей, но мы боялись расправы. Мы боялись смерти, мы боялись, что нас убьет. Я такую ненависть нигде не видела к своим детям. Ну, видела, уже вижу, да, примеры. Но тогда я не понимала, что мы не то делаем. Мы работали, мы дома все делали, особенно я. Я была как Золушка. Когда у меня мать болела, извиняюсь, и подмывать, и поднимать, и все было на мне, понимаете? Я не была плохой дочерью, я не заслуживала таких слов и такого отношения. Но когда тебя не любят, ты можешь быть золотой. Вот будут любить свою дочку, такая чавкает, сидит и ничего я не буду убирать, пошли вон, я не хочу, отстаньте. Но ее будут любить. А ты здесь молча все это сделала, все убрала, все постирала, все блестит, домой приходят, все убрано, все приготовлено. Совершенно ты освобождаешь их от всех. И знаете, что самое наивное, что мы пытаемся угодить, чтобы они нас полюбили. Мы пытаемся своим родителям внушить, что я хорошая. Люби меня, пожалуйста. Похвали меня, пожалуйста. Нет. Это не работает, и это ни к чему. Не надо заслуживать любовь. Тебя или любят, или нет. Просто так. Просто или любят, или нет. Ты можешь делать что угодно. Ты можешь выиграть любые конкурсы. Везде тебя будут хвалить. Ты можешь дома целую стопку этих всяких похвальных листов, награждений. Чего я только... Я коллекционировала это все. Я все это делала, я пыталась своим родителям доказать, что я хорошая. Но никто в упор это не видел, и не было интересно никому. Совершенно. И когда ты идешь в гости к людям, у которых дочери не просто с грязной биографией, а весь мир знает, кто они такие, и когда перед этими людьми тебя оскорбляют, тебя обзывают там шалавой и чем угодно, при людях, которые к своим дочерям пускают этих быков на ночь, извините за выражение, сами уходят в гараже спят, чтобы они, молодые, там развлекались. И перед этими людьми ты унижаешь своих детей, у которых кристально чистая биография, которые ничего, нечего там о них сказать грязного. Знаете, вот мне хочется иногда это откровение снимать, говорить, потому что это очень большой груз. Это очень тяжело с этим жить. И с ощущением, что, понимаешь ли, кланяйся и благодари, что они тебе дали жизнь. Если бы не они, и мне было бы суждено родиться, я бы родилась у других людей. Но я бы пришла с этой душой, которая у меня есть. Точка. Ничего мы им не обязаны. Все, что мы им делаем для них, и этого пусть скажут спасибо.
Мы обязаны хорошим родителям. Мы обязаны вернуть любовь, которую нам дали. Если нам дали любовь, мы должны вернуть. Я обязана моей татарской названной матерью, Апашка ее называла, жесткая, жестокая женщина. И спасибо ей. Она меня просто научила вызубрить Коран. Я ходила с платком, я у нее снимала комнату в студенческие годы. Никто с ней не уживался. Она мне вот это чисти, вот это мой, вот так делал. Она из меня сделала просто вот опытную женщину во всех отношениях. Чистоплотность привила, все. И она, да, я не приняла религию, я вообще далека от религии. Но зато я знаю, сейчас я могу с любым мусульманином так поспорить, что они обалдеют. Откуда я это все знаю? Потому что я сидела с ней, мы с ней говорили, обсуждали, я ей читала жизнь и подвиги пророка Мухаммада. Вот такая была вот боевая женщина. И она очень хотела меня видеть перед смертью. К сожалению, я была далеко. Но она сказала, передала, что меня благословляет и благодарна за все, что я для нее делала. Понимаете? Вот материнская любовь я получила от этой женщины. Я получила от тети Маши, Марии Васильевны, которая потом к концу жизни страдала деменцией. Но я ходила, ухаживала, я ее купала, старую женщину. Мне говорили, тебе не отвратительно? Я говорю, нет. Я не знаю, какая я буду в ее годы. Я за каждую мелочь, маленькую любовь, отдавала огромную вот эту волну любви, потому что это была моя благодарность. Потому что эти женщины, они дали мне понять, что я хороший ребенок, что я умная, что я неплохая, что я не тварь конченая, чтобы я сдохла. Когда мой отец мне желал родить больного ребенка, понимаете, потому что я ушла, и я против их воли вышла замуж, я убежала от них. И когда такие люди еще смеют говорить про какую-то честь, про то, что должны родителей уважать. И они там ждали каких-то женихов, не знаю, богатых и достойных, и там из очень уважаемой семьи. Из уважаемой семьи, чтобы пришли и сватали твою дочь, ты сам должен быть уважаемый человек. Когда все знают, что ты алкоголик, когда ты при всех все время своих детей называешь шлюхами, потаскухами, кто должен прийти и сватать к ним? Вот просто логично. Ты не проявляешь уважения к своей семье. Ты при любом удобном случае унижаешь этих детей. Кто должен прийти и свататься к тебе? У нас в армянской диаспоре как-то проходил театр, там и, его не было, мы сыграли замечательно, все там аплодировали, все вот как хорошо все это. И когда он узнал, что все нас благодарят, видимо, захотел показать, какое мы дерьмо на самом деле, и зря нас хвалят. И пришел на следующий спектакль, выступление, он сорвал все. Быстрее, давайте быстрее, люди ждут, давайте нам... Люди нормально, спокойно сидели, ждали, знали, что ну вот сейчас мы подготовимся, будет 10. Он вот нас трясло, мы как и слова забыли, и все, потом он в конце, так, все, не получается у них, извините, давайте все, закончим сегодня, давайте, кто там еще готовится, приходите, они не будут сегодня выступать, и выгнал нас из сцены. Понимаете, человек настолько хотел, чтобы о нас было плохое мнение, грязное мнение, что когда он узнал, что люди восхищались вот этим всем, он это пресек. Когда в газете там «Диаспоры» печатались мои тексты, стихи, я тайком отнесла. Потому что если бы узнал, это был бы скандал. Тайком. Ну, потому что если я отнесу, я же там идиотка, тупая, тупорылая, что ты, что твои стихи, кому они нужны, не позорься. Я отнесла тайком. И они напечатали, и все начали хвалить, благодарить, и ему говорят, мол, ты представляешь, это же твоя дочь пишет. Да, конечно, а кто, а как еще? Это же моя дочь, а как? Уже, знаете, когда ты тайком что-нибудь делаешь, и факт уже свершился,
тут же лавры перед как? Это же я же учил, я же показывал, говорил, объяснял же, я же это... Ту жизнь, которую я прошла, я не знаю, кому-то пожелать можно или нет. Я понимаю, что есть судьбы пострашнее. Но просто меня возмущает вот так называемое общество, диаспора. Да идите вы к чертям собачьим. Кто вы такие, чтобы решать, как жить, кого уважать, кто должен своего отца уважать, кто нет? Уважения не требуют, господа. Уважение заслуживают. Не надо наезжать на ребенка, уважая своего отца. Если бы он был отец, если бы он был достоин этого уважения, ребенку не надо было это говорить, он бы и так уважал. Он бы и так уважал этого отца, эту мать. А для галочки, вы знаете, пока мы были там, в Грузии, бабушка заступалась, как-то мы чувствовали себя людьми. Я писала сказки, я писала какие-то легенды. Сидели все бабушки. Почему я так тепло отзываюсь, вспоминаю детство? Потому что тогда не было отца, он пропадал со своими шалавами здесь, в России, вечно. То одна баба, то вторая. Причем мамаша моя все это знала, и нормально все, ничего страшного. Ну, а что, с кем не бывает. А мама моя все время пропадала на работе. То есть практически я была с бабушками. И эти теплые воспоминания, потому что их не было рядом. Никто меня не обижал, не оскорблял, не бил. А если пыталась это говорить, мои бабки, значит, нападали на нее с разных сторон. Что ты хочешь от ребенка? Она хорошо учится, она нормальный ребенок. Что ты все время ее принижаешь? Ну, понимаете, я понимаю, что бывает, что нелюбимые дети, но до такой степени, чтобы тебе внушать, что ты, когда вырастешь, будешь убийцей. Потому что если ты там что-то не послушалась, значит, вот это убийцы так делают, они потом становятся убийцами. Внушать ребенку маленькому. Когда берут твой дневник, где ты там пишешь о своей любви, не знаю, какие-то романтические такие, знаете, и потом про этот дневник обсуждать со своими подругами, хихикая, и ты это слышишь. Когда ты маме рисуешь на 8 марта там какую-то картину, приклеиваешь цветы, и она, и потом видишь, что это выкинуто в мусорку. Я все время доставала из мусорной корзины свои стихи, свои какие-то рассказы, очерки. Я же писала с детства. Все время это было, делалось это демонстративно, выкидывалось туда. Если я приносила домой кошку или собаку, эту кошку или собаку выкидывали куда-то. Я приходила, нет, я выкинула. Нехер. Я говорила вам, что люди, которые не любят животных, они злые в душе. И вот в моем детстве в основном были бабушки. Вот я собирала этих бабушек и читала им вот это или сказку, или легенду. И они меня хвалили, они искренне хвалили. Они видели, что вот вам... Моя бабка меня во все свадьбы с собой забирала. Меня там просили стихи читать, рассказы. Я причем заранее писала поздравительные стихи для молодых. И потом вручала им. Понимаете? Они гордились мной. И мне было приятно, каждому ребенку приятно находиться рядом с теми, кто хвалит, кто поощряет его талант. И весьма неприятно, и не хочется совершенно, и сопротивляется душа находиться рядом с теми людьми, которые тебя принижают, обнуляют тебя полностью, растаптывают. Что ты никто, и звать тебя никак. И то, что ты сама поступила в университет, и то, что ты работаешь, и то, что ты в другой, чужой стране, на чужом языке для тебя все-таки преуспела, поднялась и все такое, это не повод говорить о том, что ты личность. Ты все равно никто. И ничего хорошего у тебя не будет. И ни один нормальный мужик на таких, как ты, не посмотрит. Понимаете? И такие, как ты, вырастают, становятся убийцами и, не знаю, еще кем-то. И вот люди, которые тебя с детства ненавидят, гнобят, унижают,
которым все равно, где ты находишься, куда ты поехала, что ты ешь, с кем ты живешь, как твоя жизнь протекает, лишь бы не мешать их спектаклю вечному, знаете, избиение, просто уничтожение друг друга, потом воссоединение, лишь бы не мешать этой интересному процессу. Эти люди потом в старости требуют уважения, требуют прощения. И вот это общество гнилое говорит, это все-таки твои родители, понимаешь, как-никак. Не хочу слушать и слышать не желаю. Не хочу жалеть тех, кто меня не пожалел. Я не хочу заботиться о тех, кто не заботился, где я нахожусь. Меня могли убить, чего только со мной не могли сделать. И эти люди абсолютно не интересовались моей судьбой, моей жизнью, моим будущим. И все, что в моей жизни есть, все это я добилась сама. Мне никто ничем не помогал, совершенно. Своим умом, своими знаниями, своим трудолюбием. Я знала, что мне идти некуда. За моей спиной никого нету, я никому не нужна. И максимум я останусь на улице просто. Я не хочу прощать. И не прощу. И это мое право. Я считаю, что если ты не мстишь, не делаешь зло за зло, ну, это уже считается прощение. Ну, отпустила я их. Все. Но я вас уверяю, чем старше я становлюсь, это не озлобленность, это удивление. Когда я просто, мне сейчас 43 года, я понимаю, что моей матери было 43 года, и мне было примерно столько же, ну, чуть больше, чем моему сыну, 20 с чем-то лет. Я как представляю, что я уходила, что я училась, никто не спрашивал, на что я живу, что я ем, что меня принижали, она молча сидела. Понимаете? Еще и поддакивала. Поддакивала. Рассказывала, подливала масло в огонь, все время пугала отцом. Вот увидишь, я скажу, вот посмотришь. Подставляла меня под удар постоянно. Я все время получала тяжелыми пепельницами. У меня вся голова в шрамах. Даже не представляете, сколько рассеченных у меня мест на голове. Когда последний раз я сказала, что я пойду и напишу заявление, и когда это общество, эта диаспора сказала мне, как не стыдно на своего отца, ты что, хочешь позориться, как можно позориться? То есть то, что он 20-летней девушке, дочери, бьет тяжелой вазой по голове, это не позор. За что? Вообще ни за что. Мы с сестрой о чем-то разговаривали. У нас были гости. Он там в дальнем углу огорода стоял, а мы с сестрой разговаривали, и что-то она сказала. Я говорю, ну хватит тебе, ты тоже каждый раз одно и то же. О чем-то спорили, я сейчас даже не помню. Он оттуда пришел. Ты сколько будешь меня позорить, тварь? Ты что, ты думаешь, я не понимаю, что эти мужики приходят в мой дом из-за тебя? Это нормальные слова отца. Вы говорите, Хачатурян, вот там, он такой святой был человек. Я слышала эти голосовые, которые он говорил своим дочерям. Одно и то же слышала я. Что мужики приходят, какие мужики из-за меня куда приходили? Больное, конченое существо, которое хочет тебе сделать больно и кайфовать. Потому что прекрасно понимаешь, что если бы действительно какие-то мужики приходили, я бы его нахер послала давным-давно. И с этими мужиками, договорившись, расправилась бы с ними. Они прекрасно понимают, что ты не такая, понимаешь? Но почему они это тебе говорят? Потому что ты понимаешь, что от этого тебе больнее, жить не хочется. Когда твой отец говорит, мужчины приходят в наш дом, потому что ты шлюха. Вот поэтому приходят. И после этого как тебе жить вообще? Как прощать этого отца? И когда он пришел, я сказала, что ты хочешь? Мы вообще о другом разговариваем. Когда ваза опустилась мне на голову, вот прям вся вот эта кровь закрыла глаза. А вечером с повязкой на голове сижу, а мама, значит, чай приносит. А дядька мне говорит, что отец все-таки... Да потому что он сам такой же был, подонок.
Он такой же, его двоюродный брат, он такой же упырь и нелюдь. Такая же тварь. Поэтому тварь понимает, конечно, что это все-таки отец. И я была так оскорблена, мне так стало больно, что при всех меня вот так унизили. Я сказала, я пойду в следующий раз напишу заявление, если он еще раз поднимет на меня руку. После чего моя мать сказала, что ты можешь тогда вообще уйти из этого дома, потому что ты позорница, ты меня позоришь. Вы знаете, вот я вам говорю еще раз, подонки, упыри и твари, они пытаются внушить своей жертве, что он позорится, что это он позорный, понимаете? Не они позорные твари, что они бьют своего ребенка, взрослого ребенка просто так и унижают, это не позорно. А вот если ты говоришь, что не смейте меня трогать, иначе за это будете отвечать, я позорница. У меня было много возможностей идти написать заявление. Когда я ждала ребенка, мой отец поклялся, что обязательно меня найдет, отпинает так, чтобы я выплюнула этого ублюдка. А потом, когда он родился, вот мой внук, вот мой Самуэль, вот сейчас этот внук о нем заботится. Он получил свое наказание, дорогие друзья. Он падает в эпилептических этих припадках. Он может в любой момент задохнуться этими своими нечистотами, которые изо рта выходят. Он получил очень сильно. И всякие там бредовые вещи ему приходят. Он получил. Но я считаю, что он недостаточно получил. Он должен еще на том свете получить. Потому что, а где тогда справедливость? По-моему, я не помню, римская, что ли, поговорка. За добро нужно отвечать добром, а за зло по справедливости. Тогда в чем справедливость? Тот, который тебе делает добро, ты ему делаешь добро. Кто тебе сделал зло, ты ему делаешь добро, прощая, помогая. Где тогда справедливость? И почему мне должно быть стыдно за то, что мне мои родители устроили ад на земле? Почему я должна стыдиться об этом говорить? Я не стыжусь. Не я устроила своему ребенку или кому-либо. Это мне устроили. Мне не стыдно, я горжусь собой, что, невзирая на это все, я осталась человеком. Просто осталась человеком, понимаете? А хотели меня сломить. Радовались, ждали, что я сорвусь, что я что-то сделаю, что я пойду не по правильному пути. Они это ждали. Знаете почему? Потому что подлые создания всегда ждут от тебя, что ты промахнешься. И тогда вся их подлость будет оправдана. Тогда они скажут, вот видите, вот не зря мы вот так к ней относились. Вы же теперь убедились, что она этого заслуживала, что вот мы не просто так вот все время ей эти слова говорили и унижали. Поняли теперь? Самооправдание легче станет, понимаешь? И, конечно, моя мать была бы сама не своя, если бы не нанесла еще один последний удар. Но об этом я не хочу говорить сейчас. Придет время, скажу, когда это все исправлю. Не прощайте. Не жалейте их. Они вас не жалели, и вы их не жалеете. И все, что вы в жизни добились, это не их заслуга. Это вы сами такие. Вы сами поднялись над этим адом. Не сломались, не превратились в упырей, в скотов, не стали также обращаться со своими детьми. И еще раз говорю, говорят о прощении те, кто повторил, скопировал поведение своих родителей. Чтобы себя оправдать, они говорят, что надо простить, потому что это как-никак родители. Потому что сами нуждаются в таком же прощении своих детей, зная, что они сами так сделали. Но если вы не были такими родителями, вам нечего бояться, что если вы не простите, и вас не простят. Да пусть не простят. Если бы я была такой тварью, пусть меня не простит мой сын. Если бы я сделала по отношению к нему вот такие вещи, если бы я позволила кому-то бить его, спокойно смотрела на это все, унижение
И эту боль душевную. Если бы мой ребенок наглотался таблеток, я бы храпела спокойно. Если бы я была такой тварью, пусть он меня не прощает. Но раз уж я такой тварью не являюсь по отношению к своему ребенку, по крайней мере, то я не боюсь совершенно, что если я не прощаю, то и меня не простят. Мне плевать на их прощение. Забочусь я о них, да. Да, они живут хорошо за мой счет. Теперь я хорошая, знаете почему? Потому что, я поднялась, меня знают, я чего-то добилась. Как тогда поступила в университет сама, и все везде, они лавры себе прицепили, и они такие родители, они, конечно, их ребенок обязательно должен поступить, а как же иначе? Никто ж не знал, что сутками с утра до ночи у нас ад. Что мы мирно спали, и у нас включали свет, начинали нас бить, вытягивать с постели, выкидывать на улицу просто. Я помню до сих пор, когда российская армия уезжала из Грузии, когда расторгли соглашение, и они уезжали в Армению через нашу Транскавказскую магистраль. Была зима, холод. Мы пошли к бабушке с дедушкой через, прям рядом. Вот как мы с Яной живем, так и жили наши две бабушки. То есть и родители моей матери, и отца. Рядом жили. Она пошла к родителям. Причем всю жизнь ей запрещено было идти к родителям. Потом с матерью своей не здоровайся. Она потом... в общем, вот так вот. Ненормальные отношения, которые ее устраивали. И он пришел домой, видимо, ждал, а мы там были. Мы приходим, он, естественно, пьяный, сидит у печи, тепло. Нас не пускает домой. Нас не пускает домой. Идите туда, откуда пришли. Но мы бы могли пойти, они бы нас приняли, естественно. Но моя мать не хотела оказаться в таком плохом свете, показать своего мужа. Мы стояли на улице. Он тепло лежит себе там, что-то читает, и нас не пускает просто домой зайти, понимаете? У меня с тех пор почки болят временами. Мы пошли в подвал. Когда эти танки начали уезжать, грохот стоял жуткий, вот эта вот российская армия. И мы под этот грохот тайком открываем дверь подвала, идем и ложимся там. И ночью просыпаемся от того, что нас бьют. Нас бьют пинками, выкидывают. Мы еще полусонные, не понимаем, что происходит. Кричим, плачем. Мы еще маленькие были, сколько там, 8-9 лет, где-то так даже, может и меньше. Нас выкидывают на улицу. Бабушка моя, покойная, она все время заступала за нас, проклинала его. Матери моей говорила: сделай вид, что ты уходишь, хотя бы уйди, пускай эта скотина боится там потерять семью, что ты хоть раз покажи себя, вот характер свой покажи. На что моя мать всю жизнь говорила: твоя бабушка пыталась нам семью разрушить. Их семья у них была, понимаете? В ее понимании это семья, когда ее каждый день бьют, пинают, бьют ее детей, это семья, получается. Моя бабушка хотела, чтобы ее сын хоть раз понял, осознал. Знаете, и у хороших родителей бывают такие дети-упыри. Она все время говорила: я удивляюсь, в кого он пошел. У меня все дети создали замечательную семью. Бывает, в семье не без урода. И таких случаев очень много. Я была у бабушки другой, с окна смотрю, он пришел пьяный. Ничего не сделала моя сестра, просто начал ее бить. Она была ребенком, он прям отпинал ее, вот она вот так отлетела. Сколько ей, 4 года, что ли, вот так. А мне где-то 6. Я смотрю с окна, знаете, вот когда ты стоишь и вот ждешь своей очереди экзекуции, ты знаешь, что сейчас тебя будут звать, ты не имеешь права не прийти, тебя будут так же бить. Просто потому, что так хочет. Он что-то там, поискал какую-то причину. Какую причину можно найти, чтобы 4-летнего ребенка вот так пинком откинуть 4-5 метров? Я не знаю, какой великий грех она совершила. Я смотрю, я плачу из окна, вот у меня руки дрожат. Я понимаю, что сейчас моя очередь. Сейчас меня позовут. Иди сюда! Вот так орет. Иди!
где это я сейчас всех прибью? Вот это вот до сих пор стоит в голове. И я в ужасе, вот так меня трясет. Меня бабушка, моя мамина мать, говорит: пошел он к черту, этот тварь. Я сейчас его посажу, эту мразь такую. Смотри, что он делает. Моя мама пришла, меня за руку схватила и потащила. Потащила на казнь. Потащила: иди, зовет, иди. Я не знаю, что я сделала, понимаете? Я не помню сейчас. По-моему, я кружку не туда поставила. И вот этим вот кулаком, вот так вот, сколько возможно, вот по темечку, вот просто такие удары сыпались. Я помню, что я отключилась. Я помню, что вечером они с матерью сидели и мило беседовали. Потом она пошла купать сестру. Сестра стеснялась, не хотела, хоть и маленькая была. Я помню, что он сказал: прибей ее, что ты ее слушаешь. Она начала ее бить, она начала, значит, плакать, прям кричать и просить моей помощи. Вот они. Простить их надо. Нет. Нет. Потому что тогда они были молодые, сильные. Они думали, что они всегда будут молодые, сильные, а мы всегда будем маленькие. И нас можно пинком просто откинуть 4-5 метра. И вот это наша диаспора, которая говорит: вот, это нетипичная семья для Кавказа. Нет такого. Но из-за таких создается впечатление, что там все такие вот. Ну, для них это нормально. Нет, друзья мои, это очень позорно. И семья, которая так живет, так общается, так обращается со своими детьми, он позорник. Это ненормальная семья. Но, к сожалению, по ним судят. И о нации, и обо всех. И вот когда люди сидят и говорят мне, ребенку, что надо отца, мать уважать, ты обязана. Знаете, вот я хоть была маленькая, но мне хотелось что-нибудь такое тяжелое взять и просто припечатать по лицу этого лектора, который, не зная, какой ад, или зная, мы проходим, советует любить и уважать своих родителей. Единственный человек, который плюнул в лицо моему отцу, много лет не разговаривал, это был тот самый наш дяденька, которого мы любили больше, чем его. Он сказал: я плевал тебе в лицо, ты не человек. Завтра не удивляйся, что ты умрешь, они даже на похороны твои не придут. Вот так он сказал моему отцу. И не разговаривал долго, видя, что он с нами делает. Не любите своих детей, отдайте в детский дом, отдайте в чужие руки. Я вам серьезно говорю, всем, кто слышит меня и сейчас понял и узнал себя: не любишь своего ребенка, отдай в нормальную семью. Нет у тебя родительских чувств? Нет. Так же не хочется. Также все скажут, что как, ребенка отдал. А если ты бьешь, уничтожаешь дома, ну ты родитель, ну дело семейное, что тут делать? Ну, всякое бывает. Я вам рассказала несколько эпизодов, этого достаточно было, чтобы сойти с ума. А мы выжили. И вы знаете, когда мы в Москве встречались с сестрой, сейчас она уехала, живет в Волгограде, вышла замуж второй раз, потому что первый был такой же упырь и ничтожество. И в ней очень много озлобленности. Очень много. Она все время говорила об этом. И вот это вот при слове там «отец», мы никогда его не называли отцом. Я не помню, что последний раз сказал папа или отец. Этот алкаш. Вот этот алкаш, когда этот алкаш там этот алкаш. Страшно, правда? Но мы так разговаривали о нем. Потому что этот алкаш, сразу понятно, папа, это надо думать. Какой папа? Еще за папа? У нас папа был разве? И вот я помню, что мы шли, и я говорю: Лиль, ну выкинь это все, выкинь. Это камень, который тащит тебя на дно, но это воспоминания. Выкинь, забудь о них, вычеркни, их не было. Считай, что они умерли. Она сказала: вот когда умрут, тогда подумаем, может, и забуду. И я понимаю, какую травму ей тоже нанесли. Естественно, она же со мной росла. Мы просто вспоминали потом, знаете, даже со смехом. Говорю: помнишь, когда мы танцевали, и он зашел, и это, потаскухи, проститутки. На Новый год наряжали елку. Елка упала.
плохо стояла просто, и половина игрушек разбилась. А он должен прийти домой через 20 минут, что ли. Тяжеленная елка. Срубили, конечно. Я против вообще, но в детстве так было. Срубали в селе. Тяжеленное дерево. Большое. Мы это дерево вдвоем. Я стою, я шатаюсь, настолько тяжелое, прям сейчас на меня, если упадет, я просто там раздавит меня. Я еле держу, она землю набирает, значит, туда трамбует, камни принесла, зимой пошла, нашла камни какие-то, выкопала, принесла, мы эту елку поставили назад, эти игрушки убрали и нарядили так, чтобы не было видно. Понимаете? Мы знали, что если он увидит, что елка упала, у нас просто испоганится праздник. У нас каждый праздник поганился. Каждый. Каждый заканчивался избиением. Каждый праздник заканчивался грязными словами, унижением. Неважно, мы в гостях были или у нас дома люди были. Не имеет никакого значения. В конце вы не знаете, какие-то твари, я их раскромсаю, их нужно убить, их нужно на органы сдать. На таких тварях надо эксперименты проводить. Вот это вот вечно. А причиной тому, знаете что? Причиной тому, что моя мать была бесхребетная, что ей нравилось это. Она его любила таким. Знаете, агрессия, она свойственна. Агрессия, она бывает. Агрессия, это, в принципе, нормально. Потому что благодаря агрессии многие виды человеческие, многие народы выжили, вытесняя других. Агрессия была нужна изначально в первобытном обществе, когда нужно было агрессивно напасть и добывать мамонта или там саблезубого тигра, понимаете, себе там шкуру зашить. Изначально агрессия была нужна человеку, чтобы выжить. Кто был агрессивнее, сильнее, тот выживал. Но потом цивилизация перебралась в города, в селения. Эта агрессия стала ненужной. Это уже показатель первобытности. То есть первобытный язык общения, агрессия. Но у самок человеческого вида в подсознании осталось, что агрессивные самцы, вот, они сильные. Они, то есть с ними лучше выжить. Они защитники. У моей матери отец был очень добрый человек. Я поражаюсь, что она выбрала такого, как мой отец. Вот поражаюсь. Отец был добрейшей души человек, очень хороший. У моего отца был отец замечательный человек, и все его хвалили и любили. Он не был таким, он в семье, он очень уважительно относился к моей бабушке. Он был музыкант, ашук. Он писал там целые эти песни, я вам о нем рассказывала. И откуда, вот знаете, вот как наказание этим людям, вот родились такие у них дети. Моей матери нравилась эта агрессия. Ей было приятно. Если бы ей не нравилась эта агрессия, она бы обиделась хоть раз в жизни. Мы не видели, чтобы она хотя бы один раз в своей жизни обиделась. Ни разу. Она обижалась только на нас, когда мы говорили, что у тебя нету самолюбия. Когда мы начали расти, выросли, мы сказали, у тебя нет самолюбия, ты вообще себя не уважаешь, ты ноль, ты не человек, потому что и тебя уничтожает, и нас. Но тебе-то ладно, это твой выбор, мы его не выбирали. Конечно, ради вас терпела, мы это всегда слышали, ради нас, чтобы у нас был отец. А как же ж? Отец, который при всем народе там посылает тебя на трассу, это очень замечательный отец, да, ради такого отца надо бороться, это согласна, конечно. Где еще такого отца найдешь? Так вот, у нее не было характера, она бесхарактерный человек. Она умный человек, к ней приходили за советом, она не гулящая, не там конченая, но у нее нет характера, и она любила его больше, чем нас. И хотя отрицает, что «Ой, этого нет, какая любовь к нему, да пошел бы он». Она его любила. Он ушел к другой женщине. Мы вздохнули с облегчением. Наконец-то он нашел себе другую бабу, ушел. Моя мать его вернула. Ходила, била эту женщину. Там милиция, полиция. Она его вернула назад, обещая, что нас выгонит.
Мой отец по пьянке это сказал. Ты, говорит, ты же помнишь, что ты сказала, что ты их выгонишь, потому что они мешают нам жить хорошо. А про меня она сказала, что каждый день молится и просит Бога, чтобы я попала в аварию и быстрее сдохла, потому что я мешаю им жить хорошо. Понимаете? И когда он кинулся ее убить, а я заступилась, и меня душил, и меня просто в глазах потемнело. Это вот асфиксию, я сейчас понимаю, как... Я все прошла, наверное, всех пойму. Мне стало плохо. И на следующий день я прихожу с работы, и я вижу, что они сидят, разговаривают очень мило, обнявшись. Вы знаете, как было омерзительно? Он меня убивал. Любая мать после такого, я не знаю, он меня убивал. Ей было все равно. Так вот, она сказала, что приходи, вернись, я их выгоню. Они не будут с нами жить, и у нас все будет хорошо. Ушли мы. Ушла моя сестра в Москве. Прошла очень много трудностей. Купила одну квартиру, вторую. Переехала в свою квартиру, живет. Ушла я. Прошла ад за адом. Купила свое жилье, живу. У них жизни как не было, так и не получилось. Никогда не говорите ради детей, ради штанов вы держитесь. Ради штанов. Это во-первых. И во-вторых, выгоните вы своих детей или убьете вы, и что с ними сделаете, вы не сможете быть счастливы, потому что вы, как животные, вам нравится кусать друг друга, потом сношаться. Понимаете? Говорю это с большой болью, но это правда. А что касается моего отца, он не любил работать. Он был очень талантливый человек. У него было большое будущее в театре. Но он не любил работать. Надо много работать, чтобы чего-то добиться. Поскольку он не хотел семьи, дети, обременялось это все. Он всю жизнь жил для себя в России. У одной шалавы поживет, у другой красота. Вот как сейчас эти приезжают, знаете. Ой, ты мой хороший, вот это очень хочу женщина хорошая, у меня никого нету, все жена, дети нету. Вот они приходят, и вот за счет женщины, там у одной поживут, у другой. То же самое. То же самая история, без разницы никакой. Хоть в те годы, хоть сейчас повторяется. Жены нет, детей никого нет, ничего нет. Ему было так удобно. И вдруг мы приперлись в Россию. А ему это вообще нафиг не надо. Он должен работать, кормить семью. Зачем ему переживать? Зачем ему лишние трудности, понимаете? И он вымещал на нас, он нас ненавидел, что мы приехали. Но сказать, что я не хочу, я вас не прокормлю, я не смогу работать, я не люблю работать. Мне очень было удобно так жить у этих баб, они все за меня делали. Почему вы сюда приехали? Он не мог это сказать открыто, потому что, как-то, вот как бы не очень звучит, да? У него было 1000 возможностей. И ресторан открыть, и все что угодно. У него было 1000. Даже я помню, что он там помогал поступать. Вот приезжали. Естественно, и сейчас это есть. Там ректору, деканам деньги. Когда дело дошло до нас, он для нас ничего не сделал. А вот всю родню, всех знакомых он устроил в институты. И у него была возможность даже так заработать. Не сделал. Не считал нужным для нас стараться. И поскольку он понимал, что он как человек не состоялся в жизни, он всю свою желчь, ненависть изливал на нас. Он самоутверждался так, понимаете? Чтобы мы вдруг не поняли, что на самом деле он из себя представляет, вот кто он есть по жизни. Для этого, как все агрессоры, как все нелюди, он обнуляет тебя, унижает, чтобы ты не очнулась, не поняла, что не ты виновата, что он такой. Потому что ты ребенок. Ты ребенок, ты не виноват, что твой отец лодырь и не хочет ничего делать, ничего менять в своей жизни. Причем здесь ты? Зачем тебя винить во всех смертных грехах? Мы нормально учились. Мы были примерные ученики. Никаких претензий не было от учителей. Мы ни один год не остались в русской школе, то есть имеется в виду в том же классе, хотя перешли из национальной школы. Обычно 1 год оставались, потому что было тяжело, надо было освоиться, язык лучше узнать. Понимаете, никак этим людям не доставляли никаких хлопот. С 16 лет пошли работать. Но мы все равно были плохие. А знаете почему? Потому что они сами были не люди. И не могли ничего хорошего видеть в других людях, даже в своих детях.
Сейчас они удивляются холодности. Не звонишь, не пишешь. Я говорю, ну все хорошо, а что звонить? Живы, здоровы и хорошо. Хорошо, ну, ладно. Конечно, ладно. А что ты ожидала? Вы знаете, это можно рассказывать бесконечно. Как-никак, огромное время, проведенное в аду. Но стоит ли это делать? Я думаю, что то, что я сказала, достаточно. Я не считаю, что нужно об этом молчать. Наоборот, нужно об этом говорить и на своем примере показать тем, у кого это было, кто считает, что он не человек, кусок мяса, ему такое внушили. Самые родные люди, по сути, должны были быть родные. Я хочу, чтобы эти люди поняли, дело не в вас, дело в них. Они упыри, а вы их жертвы. И стыдно должно быть не вам, стыдно должно быть им. И на моем примере, на примере многих других людей, у которых было кошмарное детство, юность и молодость, учитесь быть сильными. Сильного человека не сломить. Ничем и никому. Не скажу назло им, но наперекор их желаниям поднимайтесь, чтобы они завтра не сказали, вот видите, мы же не просто так ненавидели, мы же знали, что она нехорошая. Нет, поднимитесь, добейте своей цели. Покажите всему миру, что неправы были они. И тогда они заткнутся. И будут стелиться у ваших ног, вспоминая, что они твои родители. Когда ты уже выгодна. Но они уже не выгодны и неинтересны. Они нужны тогда, когда ты в них нуждаешься. Когда ты все преодолеваешь, не нужны они 100 лет. Я думаю, что я даже не буду знать, где их могилы. У меня, вот когда говорят, вот мама умерла, я не могу жить, как мне... Я просто поражаюсь, я думаю, ну умерла и умерла. И чё? Ну кто-то там умер. Столько народу умирает каждый день, ничто. Понимаете, нет у меня чувства как к родным людям. Откуда ему браться этому всему? Когда в концлагере умирает надзиратель, что все плачут по нему? Нет. А может и хорошо, что они были такие. Может, именно благодаря их подлости я стала той, кем стала. Может, слишком... Если бы слишком любили, может быть, я бы не добилась ничего. Но эта рана в душе, она никогда не заживет. Никогда. Детские травмы не уходят. Другое дело, куда направляет человек эту боль и эту энергию. Направляет в созидание или разрушение. Вот в чем вопрос. Не озлобляйтесь. Озлобитесь, значит, они добились своей цели. Не ждите от них любви, не ждите от них раскаяния. Вы не напьетесь у колодца, которое высохло. Они высохшие колодцы. У них нет воды для вас. И как бы вы ни пытались им понравиться, угождать, заслужить эту любовь, это бесполезно. И напоследок, своих детей любят, потому что они есть. Ни ради чего и ни за что-то. Желаю всем удачи.